Добрый день, уважаемые зрители канала Рыболовные сети и рыболовные мережи. Сегодня мы с вами разберем урок, как правильно примотать рыболовные кольца к шнуру рыболовной сети. Вот мои все товарищи, там, кого я знаю, да, они все говорят: Владимирович, там, давай, это очень интересная тема, да, как бы видел одно сообщение, что не должно умереть дело дедов, да. От вас, конечно, я не слышу ничего. Я хочу понять вообще, нравится, не делать мне это, не делать эти ролики. Я, конечно, уже устал их делать. Думаю, зачем мне это все нужно. Но вы хоть подскажите, нужно ли вам это для жизни или нет, да? То есть хоть как-нибудь намекните, что ли. Значит, рыболовные кольца, да, вот есть непосредственно то, что у нас сад, рыболовная сеть на кольцо. Рыболовные кольца, я вот попросил 2 кольца, они такие неровные, да, вот там у рыбаков попросил, дайте мне, говорю, 2 кольца там, они мне их дали. Но не суть в том, что они ровные и неровные, это не влияет на лов рыбы, скажем так. Да, рыболовные кольца, они вьются, да, по-разному. Я в свои времена детства вил их там, такой специальный станок с ручкой был, вставляешь туда проволоку, да, там крутишь ее, да, спиралью эту проволоку накручиваешь, потом вручную, да, потом как бы рубишь ее там зубилом с молотком. Потом просил уже непосредственно токарей, токаря мне наматывали тоже эти спирали с проволоки, просто у них уже забирал готовые кольца, платил им там деньги, они уже рубили эти кольца и забирал кольца на токарном станке даже. Станков. Значит, кольца, рыболовные кольца для того, чтобы на сегодняшний день, раньше рыболовные кольца, вот здесь даже одет кембрик, скажем так, да, на кольцах. Скажем, для того, чтобы раньше была изолента такая, двухсторонняя, серая, липкая. И она хорошо прилипала к кольцам, хорошо держала. Сейчас, на сегодняшний день, я не видел такой изоленты хорошей. То есть, есть изолента, она там, в основном там, синяя, там, красная, там, скажем, простая, там, я не знаю, пластиковая изолента. Она не будет держать кольца. Кольца пропадут. Ну, то есть, упадут. Не пропадут, а упадут. Ну и пропадут, понятно. То есть, на сегодняшний день самый лучший, в принципе, материал, вот, скотч. Скотч на сегодняшний день. Так как он немножко широкий, да, этот скотч можно купить коричневый именно скотч, не белый, коричневый скотч. Его можно купить в любом магазине, по-моему, на сегодняшний день, да, хороший держатель колец. Ну, распилить его надо там пилой пополам. Пополам его распилить, да, там, скажем, пилой, ножовкой там, или пилой, и он будет более узкий, ну, более удобно работать, заматывать кольца. Ну, так как у меня нету, там, скажем, пила-то у меня есть, но я не готов его пилить, потому что у меня нет необходимости, да, я не планирую там сеть делать на кольца, там, и садить ее, там, 200 сетей. То есть распилили его, я вам просто для образца его распилили. Для начала необходимо обмотать само кольцо. То есть вы обматываете само кольцо, да, этим скотчем. Скажем, ну он потоньше будет. То есть обматываете сначала это кольцо. Обмотали кольцо, просто можно его обмотать и сразу примотать. Ну можно просто обмотать все кольца, обрезать это. Да, можно также оставить. Кольцо, рыболовное кольцо. То есть кольцо должно быть, если вы садите сеть, у вас готовые кольца есть, да, оно не должно проходить вот в этот сад, который вы сделали. Оно не должно туда проходить, это кольцо. Если кольцо проходит в этот сад, вам надо брать более-меньшее расстояние по саду. По саду делаем меньшее расстояние, чтобы кольцо не проходило в этот сад. Вот это кольцо не проходит в сад. То есть это хорошее кольцо. Да? Если, то есть кольцо непосредственно, оно как бы
Может быть меньше, может быть больше даже. Проволока здесь, ну, тройка, может быть четверка, может быть пятерка, может быть шестерка. То есть от этого не зависит. Для того, чтобы понимать, вам сколько колец ставить, да, на сеть, ну, желательно бы его взвесить, да. Там его взвесили на весах, поняли, сколько это кольцо у вас весит. И тогда можно понять на сеть, сколько вам их необходимо ставить, этих колец, да. Кольцо ставится на нижний шнур, скажем, его можно поставить там 1,20 м, 1,50 м можно поставить кольцо. Ну, смотря какое оно. И смотря, что вы поставите поверху, какой поплавок. Кольцо тоже, как бы, оно бывает больше, меньше, проволока другая. То есть, оно бывает, там, его вес или меньше, или больше. Но суть в том, чтобы это кольцо, оно больше или меньше, оно не должно проходить в этот сад. Да? Второй момент. Когда приматываете кольца, да, желательно отступить. Так же, как и поплавок, отступить там промежутка 3. 3 промежутка отступить от начала сети. Для чего? Для того, чтобы, если вы посадите вот сюда кольцо, оно, там вы проверяете еще что-то, оно начнет здесь крутиться, да, и будет крутиться само кольцо там во всяких моментах, и закручивать вот это полотно вместе с сеткой все. Ну, зачем это? Нет необходимости, вы просто взяли это кольцо, примотали дальше. И у вас меньше будет закручивать сеть. Кольцо приматывать на сеть, допустим, вот так. Можно примотать его вот так, чтобы было удобно там вам мотать, вот скажем, вот в этом прожилине, да, примотать его вот так на третьем прожилине. Можно его так сделать, если оно не западает. Но лучше кольцо здесь, где идет сад, 2 нити. Оно меньше будет как бы крутиться, это кольцо, и будет лучше стоять. То есть вот так обмотали, скажем, кольцо более тонким скотчем, да, и вот так его посадили вот здесь. Да, он проходит, скотч, здесь все хорошо, да, даже такой большой проходит. И вот сюда как бы его намотали. Да, там подматываете. Скотч этот неплохо держит. Я не буду ровно это мотать, да, у меня нет необходимости. Я вам просто показываю этот момент. То есть подмотали это кольцо и вот как бы обрезали, скажем так, да. И все хорошо. Кольцо стоит, да, скотч у меня целый, все нормально. Подматывайте кольцо вот так, ставить его. Это удобно, оно меньше болтается, когда подматываете кольцо. Кольцо, я как вам и говорил, что ставится где-то 1,20 м, 1,50 м. То есть вот это кольцо непосредственно, да, оно большое, такое хорошее, там строечки, да. Можно поставить стоячая вода, на стоячую воду можно поставить 1,50 м. Небольшое течение можно поставить его 1,20 м. Я даже его в принципе не взвешивал, это кольцо, но визуально я понимаю, что этих колец хватит на тот поплавок, который стоит на сети. Да, это сеть, которую мы с вами в принципе сажали, да, вот этот поплавочек. 35 грамм на метр идет, да, вот это кольцо, и вполне хватит. Но больше 1,50 м можно поставить, но не нужно, потому что шнур будет гулять, сад будет гулять. Нет необходимости больше делать. То есть и вот так 3 отступили, и до завершения сети мы это делаем. Там, к примеру, через 1,20 м. На завершении там сколько остается, ну, страшного ничего нет, если у вас там 1,20 м и через столько вот будет кольцо, там, через столько прожилин. Ну, повешайте 2 кольца, страшного ничего не будет. Будет 2 кольца висеть. Ну, на завершении сети необходимо где-то промежутка 3 оставить и поставить кольцо. Это будет хорошо, это будет грамотно, это будет правильно и меньше будет запутываться это все. Спасибо за внимание.